Здравствуйте! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Меня зовут Светлана. Предлагаю вам вместе со мной связать вот такую вот небольшую розу крючком. Такую розу я использовала для украшения джемпера, который я вязала спицами, но также можно это использовать и в любых других видах оформления или декорирования каких-то изделий. Этот цветочек вяжется очень просто, не занимает много времени и не требует больших знаний и умений. Тут я оставила нитку. Можно этой ниткой пришить этот цветочек к какому-нибудь изделию. Можно его посадить на какую-нибудь булавку или же на клей. Ну вот, я пришивала. Для вязания я возьму нитку приблизительно толщиной 350 метров на 100 грамм. Можно и тоньше брать. И возьму крючок номер 3. Набираю произвольную цепочку воздушных петель, кратную 2. Вот этот вот свой цветок я вязала на цепочке из 32 воздушных петель. Можно цепочку делать длиннее, можно делать короче. Чем длиннее цепочка, тем будет больше розы в диаметре. Чем короче цепочка, тем будет розы меньше в диаметре. То есть помимо толщины нитки и толщины инструмента, можно также варьировать размер цветка количеством воздушных петель, которые вы набираете на цепочку. Для образца, который я буду вязать вместе с вами, я наберу 20 воздушных петель на цепочку. Дальше делаем 2 воздушные петли подъема. И в третью петлю от крючка я вяжу 2 столбика с одним накидом в одну петлю. В следующую петлю цепочки я вяжу столбик с одним накидом 1. И таким вот образом в одну петлю цепочки мы будем вязать 2 столбика с одним накидом, а во вторую петлю, в следующую, 1. И таким вот образом мы будем провязывать всю нашу цепочку столбиками с одним накидом, то 2 в одну петлю, то 1, чередуя. Один и в одну 2. В следующую 1 и в следующую из одной петли 2 столбика. Количество петель на нашей цепочке, вернее столбиков, увеличивается, и цепочка начинает вот таким вот образом заворачиваться. Это так и должно быть. И последняя петля на цепочке, в которую я вяжу 2 столбика с одним накидом. Первый ряд нашего цветка розочки мы связали. Второй ряд мы будем провязывать рачьим шагом. Как рачий шаг вяжется? Он вяжется, не переворачивая полотно, с конца ряда в начало. То есть мы возвращаемся на петлю в нашей работе, так как бы показать. Вот на петлю. Я сделала воздушную петлю подъема. Дальше я возвращаюсь на петлю назад, ввожу крючок, подхватываю нитку, вытаскиваю и вот эти 2 ниточки провязываю. Следующую петлю еще ввожу крючок, следующую. И они такие петли получаются перекрученные. И
Сверху получаются вот такие вот красивые рельефные зубчики. Такой вот зубчатый край получается, утолщенный при этом. Первый ряд рачьего шага мы связали. А теперь нам надо поверх этого рачьего шага связать еще один рачий шаг. И вкалывать мы будем наш крючок в те же места, где мы вкалывали первый раз. То есть мы делаем разворот, потому что ну, сюда рачий шаг вязать не получится, нам надо повернуться. Петлю подъема делать я не буду, потому что если я сделаю петлю подъема, здесь будет некрасивый край. Нахожу последнее вкалывание. Вот оно в нашей работе. И я ввожу туда крючок. Вытаскиваю петлю и провязываю первый столбик этого ряда. Дальше нахожу вот следующий. Вытаскиваю и провязываю. И таким образом мы еще раз утолщаем наш краешек вязания. И он такой еще более рельефный получается. Вот я смотрю, куда я ввожу. И таким вот образом я вяжу до конца этого ряда. И это будет последний ряд вязания нашей этой небольшой розочки. Нахожу я вот это место вкалывания. Желательно не пропускать, потому что оно как бы будет немножечко как проплешина, да. Ну, если вдруг где-то что-то пропустили, ну ничего страшного, я думаю. К тому же это мы все будем заворачивать в улиточку и сшивать. Поэтому если где что пропущено, оно в общей массе цветочка уже, когда будет полностью готов цветочек, видно не будет. Вот, провязала до конца. Теперь я оставляю где-то сантиметров 15 ниточку в длину. Это если я просто оставляю нитку для сшивания. Если я хочу оставить нитку еще для пришивания цветка, то я немножко больше оставляю нитку, чтобы пришить. Вот этот вот кончик надо спрятать в сам цветочек. Я прячу его с помощью иголки куда-нибудь вот сюда в столбики. И теперь я буду собирать розу в целый цветочек. Вставляю нитку в иголку и буду сшивать. Как сшивается цветок? Делается вот так вот. Но это постепенно будет заворачиваться. Просто я сейчас покажу общую картину, как это будет выглядеть, да? Но прошивается это поэтапно, чтобы она не развалилась. И вот такой вот он будет. Улиточка такая. Значит, я сшиваю вот таким вот образом. Прикладываю
вот так вот где-то, насколько я хочу, чтобы было завернуто. И вот так вот прям затягиваю. Вот это первый стежок. И теперь на его основе я потихоньку буду вот завернула. И вот здесь вот за петли цепочки воздушной прошила пару стежков. Дальше немножечко подзавернула. Посмотрела с лица, меня устраивает или нет, не очень. Значит, немножко поправила. Если устраивает, то прошиваю. И таким вот образом я потихоньку заворачиваю и по пару стежков прошиваю цветочек. Опять завернула, посмотрела, немножко не нравится. Подправила. И вот здесь вот в первую самую цепочку, в начальную, я прошиваю. Опять завернула, посмотрела, вроде бы все меня устраивает. Прошиваю. Лучше в процессе сшивания вот так вот поэтапно корректировать, потому что расшивать это будет сложно. Так что лучше скорректировать сразу. Ну а если будет немножко перекошенная, то я считаю ничего страшного, особенно когда в композиции какой-то, где их много. Почему? Потому что в природе тоже идеально ровных цветов не бывает. Поэтому, если вы обращали внимание, бывает такое, что и лепесточка нет, или лепесточек один короче, второй длиннее, и это смотрится довольно-таки красиво. Поэтому идеально ровный цветок не обязательно, но желательно. Я вот здесь вот краешек немножечко прикрепила, но это делать не обязательно. Дальше, если я не буду пришивать этой ниткой, то я ее закрепляю вот здесь вот и отрезаю. Если же я буду ее пришивать, я все равно делаю закрепочку, но не такую сильную, но все равно, и оставляю. Вот такие вот цветочки, маленькие, вяжутся легко, смотрятся очень красиво. Спасибо за внимание. Если вам было полезно это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!